Стихия снова в ярости. Сильная гроза прошла в Поронайске, в Великобританию топот экстремальные ливни, а в Индии и Пакистане развернулись катастрофические наводнения, уносящие жизни и разрушающие города и деревни. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Неожиданная гроза, сопровождаемая сильным шквалом и обильными осадками, ударила в понедельник по Поронайскому району Сахалинской области. Согласно данным Сахалинского гидрометцентра, в центральных и северных районах области, включая Поронайск, в течение нескольких часов наблюдалась сильная гроза, порывы ветра достигали скорости 18-22 метров в секунду, иногда доходя до 25. Обильные ливни привели к локальным подтоплениям на низменных участках, а молнии вызвали несколько возгораний в лесных массивах недалеко от города. Местные жители Поронайска сообщают о поврежденных крышах домов, поваленных деревьях и обрывах линий электропередач. По предварительным данным, без света остались около 500 абонентов в Поронайске и прилегающих селах, таких как Ваканай и Ленск. Энергетики оперативно подключили резервные генераторы, а к вечеру электричество было восстановлено в большинстве районов. Спасательные службы провели мониторинг и эвакуировали несколько семей из зон риска подтопления. По информации регионального управления МЧС, повреждений критической инфраструктуры не зафиксировано, но движение на трассе Южно-Сахалинск-Аха на участке у Поронайска временно ограничивали для тяжелого транспорта из-за скользкой дороги. Экстремальные ливни, сопровождаемые мощными грозами, вызвали сильные наводнения в Бисмарке и окрестностях 14 сентября. По данным Национальной метеорологической службы США, мощная система низкого давления с теплым фронтом принесла в южно-центральную часть Северной Дакоты интенсивные дожди и грозы. В Бисмарке аэропорт зарегистрировал 62 мм осадков, что стало самым дождливым днем сентября за последние 31 год и превысило среднестатистическую норму 43 мм за весь месяц. В некоторых районах города выпало до 76 мм, а за менее чем час почти 50 мм осадков, что привело к внезапным наводнениям. Ливни продолжались несколько часов. Улицы и подземные переходы в Бисмарке и соседнем Монадане быстро заполнились водой. Несколько автомобилей застряли в потоках, в центре города вода подтопила коммерческие здания. Национальная метеорологическая служба США выдала предупреждение о наводнении для центральной части штата, включая округа Бёрли, Мортон и Маклин. Общие осадки в регионе составили от 50 до 150 мм, в результате чего в сельских районах и на низменностях возникли локальные подтопления. Стихия сопровождалась редкой для сентября вспышкой торнадо, по крайней мере 19-20 вихрей зафиксировано в центральной части Северной и Южной Дакоты. Это стало рекордом штата за сентябрь за последние 30 лет. Однако торнадо обошли Бисмарк стороной, в основном сосредоточившись восточнее города. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В Орске на территории школьного стадиона часть футбольного поля внезапно провалилась под землю, образовав огромную дыру. Под газоном, как выяснилось, находился платный подземный паркинг, перекрытия которого не выдержали нагрузки. К счастью, обрушение случилось в момент, когда на поле не было детей, и жертв удалось избежать. Местные власти и прокуратура проводят проверку для установления причин и оценки ущерба. Экстремальные ливни, обрушившиеся на индийский штат Манипур в последние дни, спровоцировали масштабное наводнение, которые затопили тысячи домов, уничтожили урожай и привели к разрушению инфраструктуры. В городе Тхубал переполненная водой одноименная река снесла железный мост в районе Ейрипок, изолировав несколько деревень. По данным властей и метеослужб, пострадали более 5000 семей. Это уже второе крупное наводнение в штате за год, усугубляющее гуманитарный кризис в регионе.
Сильные ливни, обрушившиеся на Уэльс в выходные, вызвали множественные наводнения в Суонси и окрестностях, включая районы Килли, Кумбрла и Монсилтон. 14 сентября мощный атмосферный фронт принес в Южный Уэльс обильные осадки и порывистый ветер. В Суонси ливни усилились во второй половине дня, вызвав внезапные паводки. На Кармартен-Роуд, одной из главных артерий города, вода быстро поднялась, затопив автомобили и превратив дорогу в озеро. Южно-Уэльская пожарно-спасательная служба зафиксировала множественные подтопления дорог и жилых зон в Киллее. В Кумбрле под водой оказались коммерческие объекты и транспортные узлы, а в Монсилтоне затопило подвалы и гаражи. Власти выпустили предупреждения о наводнениях для прибрежных районов, включая Сонси-Бэй и Гоуэр. К утру 15 сентября наводнения продолжились. Из-за подтоплений перекресток Кумбрла и Кармартен-Роуд оставались закрыты. Из-за ветра также закрыли мост Северн, железнодорожное сообщение в регионе работало с перебоями. Метеорологи предупреждают о возможных дальнейших ливнях в регионе до среды, 17 сентября. Масштабные наводнения, спровоцированные интенсивными муссонными ливнями, продолжают опустошать восточную часть пакистанской провинции Пенджаб. С 14 сентября наблюдается усиление западного циклона, который усилил муссонные дожди в Пенджабе, вызвав подъем уровня рек. В Джалалпуре-Первале, расположенном в районе Мултан, одном из наиболее уязвимых районов, вода хлынула в низины, затопив пригороды. За сутки выпало от 100 до 150 мм осадков, что превысило норму сентября на 80–100%. Реки Чинаб и Сатледж достигли критических отметок. Спасатели пакистанского флота задействовали лодки и дайверов в Джалалпуре и соседних районах Мултана. За сутки на 15 сентября они спасли 478 человек, доведя общее число эвакуированных до 6860. Для спасения и доставки помощи армия активно использует вертолеты и дроны. Всего в Пенджабе затоплено более 4500 деревень, включая 4000 в окрестностях Джалалпура, где пострадали посевы риса, хлопка и овощей на миллионах гектаров. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в миллиарды долларов. Наводнение в Джалалпуре – продолжение волны бедствий, начавшихся в июне. По всей провинции уже эвакуировано свыше 2,5 миллионов человек, с 15 сентября добавились еще тысячи из Мултана и Бахавалпура. Число жертв наводнений с июня в Пенджабе достигло 101, а по стране – 883. Пакистанский метеорологический департамент предупреждает о продолжении дождей с грозами до 19 сентября из-за западного циклона. Уровень воды на плотине Панджнат падает, но риск прорывов дамб сохраняется в Джалалпуре и Бахавалпуре. Проливные дожди, вызванные активным муссонным фронтом, привели к разрушительным наводнениям в индийском штате Махараштра. 14 и 15 сентября Индийская метеорологическая служба зафиксировала аномально высокие осадки в центральной и восточной части штата, вызванные активным муссонным циклоном. В Парли-Вайджнатхе, расположенном в округе Бит, ливни привели к переполнению реки Годавари и ее притоков, затопив низинные районы. По данным местных источников, за 24 часа выпало от 120 до 150 мм осадков, что значительно превысило среднюю сентябрьскую норму. Наводнения затронули жилые зоны, сельскохозяйственные угодья и дороги, пострадала также трасса NH-61. В округе Бит ситуация оказалась особенно тяжелой. Внезапные паводки в ночь на 15 сентября затопили деревни и окрестности Парли-Вайджнатха. Вода ворвалась в дома, уничтожив имущество и запасы продовольствия. В Солапуре и Ахили-Нагаре реки Сина и Правара вышли из берегов, затопив поля и вызвав перебои в электроснабжении, а также затопив коммерческие зоны и десятки деревень. Осадки сопровождались грозами и порывистым ветром до 50 км в час, что только усилило разрушение. В беде спасательные команды эвакуировали сотни семей из зон риска. По предварительным данным,
около 10 тысяч человек в округе Бит остались без крова, а общее число пострадавших в Махараштре достигает десятков тысяч. Наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству. Пострадали сотни гектаров посевов риса, хлопка и сои, повреждены дороги и линии электропередач, потоплены больницы и школы. К тому же оползни в горных районах осложняют доступ спасателей к отдаленным деревням. По данным властей, в Махараштре с начала сентября погибло не менее 15 человек из-за наводнений и связанных с ними инцидентов. Правительство Махараштры объявило чрезвычайное положение в пострадавших округах. Обильные ливни и изолированные грозы, обрушившиеся на запад Тринидада, вызвали сильное наводнение в Порт-оф-Спейне и окрестностях. За несколько часов выпало от 50 до 70 мм осадков. Вода быстро поднялась на ключевых улицах, затопив несколько районов, пострадали дома и коммерческие здания. Движение в центре столицы оказалось парализовано, возникли также задержки в движении общественного транспорта. Власти мобилизовали коммунальные службы, отправив их на откачку воды и очистку ливневок в пострадавшие районы. Остров Пугат на севере Филиппин сталкивается с серьезным риском исчезновения под водой из-за сочетания повышения уровня моря, которое в стране происходит в 3 раза быстрее, чем в среднем по миру, а также постепенного и прогрессирующего оседания земли, вызванного чрезмерной эксплуатацией грунтовых вод. 2500 жителей города вынуждены постоянно адаптироваться к наводнениям, достигающим высоты до 1,5 метров, поднимать выше дома и предприятия, а также корректировать расписание школьных занятий. Эксперты предупреждают, что, хотя проседание грунта можно смягчить с помощью местной политики, повышение уровня моря требует глобальных действий по борьбе с выбросами. В настоящее время на Филиппинах до сих пор нет комплексной национальной стратегии, а план правительства в этом направлении в лучшем случае будет обнародован только в 2028 году. Сегодня Земля переживает активные условия магнитной бури, вызванные потоком быстрого солнечного ветра из огромной коронарной дыры на Солнце. Это явление спровоцировало яркие проявления полярного сияния, видимые не только в полярных регионах, но и на средних широтах, от Аляски и Канады до северных штатов США, Европы, России и даже Азии. По данным Центра прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 16 сентября ожидается уровень активности планетарного индекса, который характеризует глобальную возмущенность магнитного поля Земли от 3 до 5 единиц, что соответствует уровню G1, слабой геомагнитной бури с возможными изолированными всплесками. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.